Я, ниже подписавшийся, после серьезного обдумывания, настоящим объявляю мою последнюю волю и завещаю: все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ценные бумаги, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Проценты от этого капитала должны составить фонд, который будет ежегодно распределяться в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты необходимо разделить на 5 равных частей, которые предназначаются: одна часть – тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая – тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья – тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвертая – тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; и пятая – тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов. Подписано в Париже 27 ноября 1895 года. Альфред Бернхард Нобель. Так же, как и я, Альфред Нобель родился в стране, которой больше не существует. Та страна называлась Соединенным Королевством Швеции и Норвегии. С 1814 по 1905 год Норвегия и Швеция были одной страной, с единым монархом, единой внешней политикой и столицей в Стокгольме. Нобель родился в Стокгольме, соответственно, он был шведом. Фритьёф Нансен родился в той же самой стране, но в Осло, и он, соответственно, был норвежцем. Альфред был третьим сыном Эммануэля Нобеля, профессионального изобретателя и инженера. Все 4 братьев пошли по стопам отца и стали инженерами, изобретателями и промышленниками. Но детство их было отнюдь не радужное, семья фактически бедствовала. Кстати, их фамилия читается Нобель на всех языках, начиная со шведского. Почему в русском закрепилось произношение Нобель, я не знаю, но я буду продолжать говорить Нобель, потому что мы так привыкли. Так вот, отец нашего героя был человеком очень способным и предприимчивым, но ему крупно не повезло в бизнесе. После потери нескольких барж со строительными материалами Эммануэль Нобель был вынужден объявить банкротство. Они потеряли дом, и старшие дети вынуждены были помогать родителям, продавая спички на улицах. Но энергичный Нобель-старший смог добиться аудиенции у председателя Комитета по развитию индустрии и торговли Российской империи, а потом и лично с царем Николаем I. Он рассказал царю, что работает над подводной миной нового типа, и был приглашен в Санкт-Петербург. Нобель перевез семью в Россию, и там, под милостливым вниманием русского царя Николая Павловича, прозванного за гуманизм и либеральные взгляды Палкиным, Нобели добились впечатляющего успеха. Вообще-то, царь Николай I сам был неплохо образован в инженерном деле, преимущественно потому, что это была часть военного дела, которое он любил страстно. Но он также активно интересовался градостроением, увлеченно строил железные дороги в стране, и дельным инженерам, которые умели держать язык за зубами, при нем все пути были открыты. И Нобель-старший сделал хорошую карьеру в Санкт-Петербурге. Его сыновья получили лучших частных учителей в стране. И Альфред, который был мальчиком исключительно болезненным и слабым, не только выживет, а у Нобелей родилось всего 8 детей, и выживут только 4, но и расцветет. Альфред учился у известного химика Николая Николаевича Зинина. И еще больше, чем химией, он увлекался литературой. Он любил поэзию, сам сочинял стихи и прозу. Он, кстати, будет отлично говорить по-русски. Он вообще был очень способным к языкам и хорошо владел питью. В 1850 году, в возрасте 17 лет, Альфред Нобель отправляется продолжать образование
Сначала в США, а потом в Париж. Там он встретил Асканио Сабреро, итальянского химика, который 3 годами ранее изобрел нитроглицерин. Не тот нитроглицерин, который вы кладете под язык, а тот, который временно пришел на смену пороху для проведения взрывных работ. Нитроглицерин – это совершенно кошмарная вещь. Он взрывается, если его нагреть, если его охладить, если его встряхнуть, если его выставить на солнце. При этом взрывается он в 20 раз сильнее, чем порох. Нитроглицерин настолько опасен в обращении, что его изобретатель был так напуган своим детищем, что целый год держал свое открытие в секрете. А потом он не уставал предупреждать общественность об его опасности и категорически не советовал использовать его на практике. Но железные дороги нужно было строить, туннели в горах нужно было пробивать, золото нужно было копать, и отчаянные головы по всему миру начали увлеченно смешивать глицерин с серной азотной кислотами и взлетать на воздух. Когда строили дорогу, связывающую западное побережье Канады, Британскую Колумбию, со всей остальной страной, туннели через скалистые горы прокладывались добровольцами из китайских рабочих эмигрантов. Им обещали, что если они занесут склянку с нитроглицерином в туннель и выйдут оттуда живыми, то компания бесплатно привезет в Канаду их семью. По некоторым расчетам, на каждую милю Тихоокеанской железной дороги приходится 4 погибших китайцев. Но главная проблема нитроглицерина, конечно, была не с какими-то гастарбайтерами, до них царям и президентам дела не было, а в том, что нитроглицерин взрывался при изготовлении и транспортировке, а это уже происходило где угодно, включая города. В Петергофе однажды так рвануло, что Александр II запретил производить и использовать нитроглицерин в России. И страны одна за другой начинают запрещать нитроглицерин. Но отказаться от него было очень тяжело. Если вы хоть раз почувствовали мощь, с которой дьявольское желе поднимало на воздух горы, вам очень не хотелось возвращаться к ковырянию туннелей кирками. Возникает серьезное давление на изобретателей найти безопасную альтернативу нитроглицерину. И у Альфреда Нобеля, еще со времен учебы у Зинина, интересовавшегося взрывчатыми веществами, появляется личный интерес. Семейная фабрика Нобелей в России приобрела успех, производя военную продукцию. Подводные мины, к примеру, были их специализацией. Но после окончания Крымской войны в 1856 году ей оказалось трудно перепрофилироваться и перейти к производству товаров мирного времени. Лишенная военных заказов, компания разорилась. Второй раз отец Альфреда объявляет себя банкротом, как если бы ему нужны были еще доказательства, что на войне не построить благополучие. Альфред был с детства не просто заучка и любитель романтической поэзии. Его также отличала непримиримая тяга к справедливости и моральная строгость. В семье, разбогатевшей на войне, он рос пацифистом. И безумное открытие Сабреро навело его на совершенно поразительные мысли. 18-летний Альфред Нобель считает, что ужасающие возможности нитроглицерина не должны пугать, что рост потенциала взрывчатых веществ, доступных людям, непременно приведет к тому, что будет создано оружие такой ужасающей силы, что осознание этого прекратит все войны навсегда, потому что человечество оглянется на то, что оно сделало, ужаснется и придет в себя, и наступит вечный мир. Потому что ни один здравомыслящий человек не станет рисковать уничтожением всего живого на Земле ради своих политических амбиций. Вау, до чего же он переоценивал здравомыслие людское. В 1859 году отец Нобеля оставил свое дело в России на попечении старших сыновей, Роберта и Людвига, а сам с женой и 2 младшими сыновьями возвращается в Швецию. Там, на родине, Нобели посвятили себя изучению взрывчатых веществ
и особенно безопасному производству и использованию нитроглицерина. У нитроглицерина был колоссальный потенциал применения в мирных целях, в строительстве и горнодобыче. Но обращаться с ним было непотребно сложно. Мало того, что он взрывался, когда хотел, от малейшего плевка, его еще и трудно было взорвать, когда надо. Просто поджечь нитроглицерин мало, он будет гореть, а не взорвется. По нему желательно как следует стукнуть, встряхнуть его, и это вызовет взрыв. Но кто конкретно будет его трясти? К примеру, в книге Жюля Верна «Таинственный остров» всемогущий и всезнающий инженер Сайрус Смит роняет в яму с нитроглицерином тяжелый железный брусок. Метод неплохой, но крайне неудобный. Кстати, к счастью для человеческой цивилизации, книга «Таинственный остров» не содержит полный рецепт приготовления нитроглицерина, потому что после выхода книги только ленивый мальчишка не попытался устроить бабах у себя на заднем дворе. Так вот, для решения этого вопроса Альфред Нобель изобретает капсюльный детонатор. Детонатор – это фактически крошечная бомбочка, которая первая взрывается внутри вашего большого основного заряда, распространяя по нему взрывную волну, отчего уже взрывается основная масса вашего взрывчатого вещества. И первый детонатор нитроглицерина, сделанный Нобелем, был просто цилиндриком, наполненным порохом с длинным запалом. Его вставляли в емкость с нитроглицерином, поджигали запал и начинали бежать в сторону горизонта. Фитиль сгорал, воспламенял порох, порох взрывался, встряхивал и подрывал нитроглицерин. Уже когда все заинтересованные лица успевали удалиться на достаточно безопасное расстояние. Это было большое и важное изобретение, и некоторые люди вообще считают капсульный взрыватель главным изобретением Нобеля. Но нитроглицерин все еще оставался крайне опасен в хранении, перевозке и изготовлении, даже для квалифицированных людей, даже в хорошо контролируемых условиях. 3 сентября 1864 года на заводе Нобеля произошел взрыв нитроглицерина при его очистке. Во взрыве погибли 5 человек, и в их числе младший брат Нобеля Эмиль. Ему был 21 год. Альфред в это время работал в соседнем здании и физически отделался синяками, но психологически он уже никогда не оправится. С детства склонный к меланхолии, он начинает страдать от настоящей депрессии, которая, видимо, не оставит его уже до смерти. Гибель брата только подстегнула его ожесточенное стремление подчинить нитроглицерин. Он не мог допустить, чтобы Эмиль погиб впустую, и он работает как одержимый. Альфреду приходит в голову, что если смешать нитроглицерин с каким-нибудь абсорбентом, нейтральной химически пассивной субстанцией, тот станет менее нервным. И он приступил к широкомасштабным исследованиям абсорбирующих материалов, пробуя последовательно бумагу, опилки, вату, уголь, гипс, кирпичную пыль и прочее, вплоть до сухого пороха. То есть даже смесь нитроглицерина с порохом менее опасна, чем чистый нитроглицерин. К концу года исследований он обнаружил, что наилучшие результаты дает кизильгур. Вам не нужно запоминать это слово. Это такая специфическая осадочная порода на вроде глины, состоящая из окаменевших в незапамятные времена доисторических водорослей. И этой породы было навалом вокруг его фабрики. Легенда гласит, что Нобель случайно обнаружил хорошие абсорбирующие свойства кизильгура, когда у него на складе протекли бутыли с нитроглицерином. Но он сам с негодованием отрицает то, что он мог допустить такую халатность. Он просто испытал этот материал в ряду других, потому что он был очень пористый и поэтому имел хороший потенциал. Так вот, Нобель обнаружил, что если нитроглицерину дать впитаться в эту белую глину, он словно бы засыпает. Он уже не взрывается при тряске и случайном нагревании. Но если полученную смесь нарочно подорвать,
Она взрывается с почти той же силой, что и чистый нитроглицерин. Мало того, эту нитроглицериновую пасту можно было лепить как пластилин, упаковывать в картонные трубки, в которые вставлялся детонатор с запалом. Эту трубку можно было удобно вталкивать в просверленные в породе отверстия и сносить горы, стоящие у вас на пути. Свое изобретение Нобель назвал динамитом, от греческого слова «динамис» – «сила». И динамит стал ответом на молитвы горняков, строителей и транспортников всего мира. Динамит было невозможно нечаянно подорвать при перевозке, как нитроглицерин. Он также не зажигался от случайной искры, как порох. И он во мгновение ока делал в скалах дыры, которые в начале века требовали месяцев каторжной работы. Динамит спасал сотни и тысячи жизней строительных рабочих. Он колоссально упростил труд горняков, добывавших полезные ископаемые. Начальники железнодорожных станций перестали беспокоиться, что вагон с никак не помеченными бутылями с прозрачной жидкостью поднимет на воздух станцию и прилегающий городской квартал. Сбывалась мечта Нобеля. Благодаря его работе взрывы перестали убивать и начали строить. Он писал: «Мой динамит быстрее приведет человечество к миру, чем сотни конвенций. Как только человечество осознает, что целые армии могут быть уничтожены в один момент, оно, несомненно, придет в золотой век мира». Конец цитаты. Спрос на динамит был таким огромным, что Нобель, которому тогда было года 33-34, практически проснулся миллионером. Динамит немедленно начал приносить ему колоссальные доходы, которые он тратил на развитие бизнеса и продолжение научных исследований, а также на коммерческие инвестиции, в частности, в компании своих братьев, к этому времени наладивших бизнес нефтедобычи в Баку. И все эти действия приносили ему дополнительную прибыль. При этом его личные потребности были весьма малы. Он всю жизнь жил очень скромно и так никогда и не женился. Он сам про себя говорил, что он затворник, эксцентрик, неисправимый идеалист и переваривает философию гораздо легче, чем пищу. Когда ему было 43 года, к нему на службу в качестве секретаря и домоправительницы поступила 33-летняя Берта Кински. Это была совершенно замечательная женщина, достойная отдельного видео, о которой я узнала только вот сейчас, готовя этот выпуск. Я хочу заметить, что статья о ней в Википедии длиннее, чем о Нобеле. Это еще не индикатор важности человека, но показатель количества приключений в его жизни. Так вот, Альфред влюбился в Берту, но та не ответила на его чувства и вышла замуж за своего старого бойфренда по фамилии фон Зутнер. И она стала Бертой фон Зутнер, и под этим именем вошла в историю. Но несмотря на то, что любовь между ними не сложилась, они с Альфредом переписывались всю жизнь, и она имела огромное влияние на него. В отличие от Нобеля, который был, так сказать, пацифистом-теоретиком с глобальными, но непрактичными идеями, Берта была всю жизнь активной пацифисткой и в конце концов стала ведущей фигурой движения за мир. Когда Нобель упомянет в своем завещании людей, которые внесли наиболее существенный вклад в сплочение нации и содействие проведению мирных конгрессов, он будет иметь в виду Берту фон Зутнер. И она получит Нобелевскую премию мира в 1905 году, став второй после Марии Кюри женщиной-нобелевским лауреатом. После изобретения динамита Нобель стал международным промышленником с фабриками и лабораториями в 20 странах и на 2 континентах. Он владел 92 заводами, часть из которых в прямом смысле слова изготовляла оружие. И я не знаю, что он по этому поводу писал Берте. Он заключал сделки с королями и государствами и однажды поссорился с целой Францией, откуда его выставили с приказом больше не возвращаться и вещи забрать. При этом он был одиночкой и затворником, посвящал работе все свои дни
и имел довольно долгий и постыдный роман с 20-летней вертихвосткой, которая в конце концов прижила ребенка от кавалериста, и которой он до смерти платил значительные алименты, при том, что они никогда не были женаты. Его друг Виктор Гюго называл Нобеля самым богатым бродягой в Европе. Нобель говорил: «Мой дом там, где я работаю, а работаю я везде». Несмотря на усиливающиеся проблемы со здоровьем, как я уже упоминала, он с детства был болезненным, и работа с химикатами тоже здоровье хорошо не влияет, Нобель всю жизнь продолжал работать в лаборатории и пытался усовершенствовать свои изобретения, поскольку у динамита тоже обнаружатся недостатки. В сумме у Нобеля накопится 355 патентов. А потом случилось событие, которое изменит не только его оставшуюся жизнь, но и его судьбу после смерти. 28 июля 1888 года скончался его старший брат Людвиг, нефтепромышленник, который, кстати, был гораздо богаче Альфреда. Он вообще был одним из самых богатых людей в мире. И несколько французских газет по ошибке сообщили, что умер Альфред Нобель. И Нобелю выпало редкое сомнительное удовольствие почитать свой некролог и узнать, что же о нем на самом деле думают люди. Некролог был озаглавлен «Le marchand de la mort est mort» – «Торговец смертью мертв». И далее говорилось: «Вчера умер доктор Альфред Нобель, который разбогател, придумывая способы убить больше людей быстрее, чем когда-либо прежде». Любой человек был бы огорчен на такую реакцию на его смерть, но Альфред был просто раздавлен. Он не ожидал. Всю жизнь он надеялся приручить взрывчатые вещества и обратить их на благо мира. И нате вам. И он решил срочно что-то с этим делать. Нобель перепишет свое завещание и организует все так, что после его смерти 94% его огромного состояния, 31 миллион 225 тысяч тогдашних шведских крон, это примерно 265 миллионов долларов на современные деньги, будет зарезервировано для ежегодного награждения людей, которые принесли величайшую пользу человечеству своими научными открытиями, литературной работой и миротворческой деятельностью. И это будет его основное наследие, а не динамит. Он умрет от инсульта 10 декабря 1896 года в Сан-Ремо в Италии. Когда его завещание было обнародовано, все были в шоке, особенно семья. Поэтому первые премии смогли вручить только через 5 лет после урегулирования массы организационных и правовых вопросов. Первое вручение Нобелевских премий состоялось в очередную годовщину его смерти 10 декабря 1901 года. Лауреатом первой Нобелевской премии по физике стал Вильгельм Рентген за открытие рентгеновских лучей. По химии первую Нобелевскую премию получил Якоб ван Ков за работу в области химической динамики. А по медицине Эмиль фон Беринг за открытие антидифтерийной сыворотки, спасшей неисчислимое количество детей от страшной смерти. Первыми лауреатами Нобелевской премии мира стали Жан-Анри Дюнан, идейный вдохновитель создания Международного Красного Креста, и Фредерик Пасси, основатель Международной Лиги Мира. Первая Нобелевская премия по литературе была присуждена Рене Франсуа Арман Прюдому, и с этой премией связан первый же в истории Нобелевских премий скандал. Многие считали, что премия по литературе должна была достаться Льву Толстому или на худой конец Генриху Ибсену, а не этому занудному старомодному поэту. Но Нобель ясно написал в завещании «за произведение идеалистического направления». И поэтому писатели-реалисты, сколь угодно великие и знаменитые, долго к Нобелевке не допускались. Потом это изменится. И, несомненно, в истории будет много замечательных людей, которые заслужили Нобелевскую премию, но так ее и не получили. По самым разным причинам. К примеру, потому что Нобелевская премия присуждается
только еще живущим людям, или потому что один приз не может разделить больше 3 человек за раз. А современная наука, в отличие от того, что знал Нобель, не делается гениальными одиночками. Я читала, что был сделан полный список лиц, участвовавших в открытии бозона Хиггса. И этот список занимал 15 страниц через один пробел. Периодически случались досадные упущения и откровенные несправедливости. И неоднократно нобелевские лауреаты прямо с трибуны во время благодарственной речи заявляли, что они хотели бы видеть рядом своих коллег, обойденных Нобелевским комитетом. С другой стороны, премию иногда вручали за такие вещи, за которые сейчас бы не стали. Лоботомия получила Нобелевскую премию. Это, конечно, конфуз. За ДДТ дали Нобелевку, что, с одной стороны, спасло малярийные страны от вымирания, а с другой потом его пришлось срочно запрещать. То есть эксцессы случаются, но они не умаляют значения Нобелевской премии. То, что плотина течет, не означает, что плотина плохая и ее надо снести. Нобелевская премия получила такой авторитет не потому, что ее 100 лет выдавали недостойным людям. И на протяжении этих 120 лет премию присудили сотням людей, действительно сделавшим выдающиеся открытия и приложившим несравнимые усилия на то, чтобы человечество жило лучше. Радио, инсулин, кардиограмма, группы крови, транзисторы, компьютерная томография. Назовите в комментариях, какие Нобелевские премии вы лично считаете самыми заслуженными. Мне лично трудно оценить, что хорошего в бозоне Хиггса. Это очень знаменитый бозон. Но без пенициллина я сейчас бы тут с вами не разговаривала. В это воскресенье, 10 декабря, будут вручены очередные Нобелевские премии. Победители уже объявлены, это будет церемония вручения. Информацию о победителях вы можете прочесть по ссылке внизу на сайте комитета. Там, кстати, очень просто и со смешными картинками, и с понятными короткими видео объясняется суть их достижений. Я очень рекомендую посмотреть, если вы интересуетесь, за что дают Нобелевскую премию. А у меня на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Напомните алгоритму YouTube, какие темы вам интересны. Дальше пойдет реклама моих других проектов. На сегодня всего доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.